Всем привет! Я наконец-то созрел для продолжения прохождения Затвинка. Если кто не видел предыдущие части, ссылка на плейлист будет в правом верхнем углу. В этой серии видео я решил сосредоточиться на PvP аспекте игры, поэтому приглашаю всех таких же как и я клешнеруких нагибаторов присоединиться к моей гильдии Beer Cavalry, чтобы осваивать данный вид контента в группе. Дискорд гильдии будет под видео. Каких-то серьезных требований у меня нет, главное адекватность, желание играть в команде и умение учиться на своих ошибках. Я нахожусь в часовом поясе 4+ к Москве, и Prime соответственно будет примерно с 16 до 19 по МСК. Принимайте это время во внимание. Само собой, умение обеспечивать себя серебром и экипировкой для групповых активностей является главным условием нашего продуктивного взаимодействия. В общем, жду всех в Дискорде. Ну а пока я еще один, первоочередной задачей является продажа накопленного лута и переезд в Тетфорд, так как там находится остров гильдии, и именно Тетфорд будет отправной точкой будущих походов. Для более выгодной продажи шмота зачаруем его, используя нафармленные материалы. До 3 единиц я шмотки не чарю, так как это раньше было невыгодно. Думаю, и сейчас ситуация не изменилась. Продавать шмот буду само собой на черном рынке. И как средство передвижения использую снежного барана, которого получил по испытанию. Ехать решил не через туннель, а в объезд. В красной локации с данжем было всего 2 ПК. Это заставило насторожиться, но не менять свои планы. В Мурквилде было уже 3 ПК, и если они кемпят нужную мне гайку, это может стать проблемой. На середине дороги встретил одного ПКшника. Решил, что недалеко от гайки лучше взять бабл в РДшке. Зашел в данж. И через несколько секунд ко мне заскочил встреченный ранее ПК на мечах. Думая, что еще 2 его напарников скоро подтянутся, решил уходить вглубь данжа и уже там ашиться. Однако ашнуться я не успел, и мечи влетели в меня с 2 ног. Так как противник хорошо просел на мобах, я решил дать бой. Не вовремя сдал куртку, если честно, я и не знал, что она деактивируется мантией чародея. Но все равно мы довольно быстро друг друга просадили. Бахнули по бутыльку здоровья, и под конец меня спас плащ Мартлока. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, я добыл еще 4 шмотки и 5-го коня. Под баблом въехал в Лонг Тимберглен, где также светилось 3 ПК, но в этой локе проблем не возникло. В Корлеоне починился на 20 тысяч и поехал на черный рынок. Перед тем как выставлять лоты, надо было активировать премиум, но я под впечатлением от удачного файта и сохраненного шмота забыл это сделать, так что выплатил повышенный налог местным ракетирам. Лотов выставил более чем на 3,5 миллиона. Было бы очень обидно это потерять в том данже. Я пересел на взятого с собой Быстрокогтя и собрался из Керлиана ехать в Тетфорд. Однако в Биркенфелл было 6 ПК, и я решил подождать некоторое время. Через 20 минут счетчик ПК в локе показал 0, и я двинулся в путь. В Стампрод Свамп на гайке дежурили 2 когтей, а счетчик показывал 5 потенциальных создателей проблем. Так что я решил вернуться и ехать через Малак Кривосе. Там было 4 ПКшника, но они скорее всего тусуются около входа в подземку. Смерть на карте показала, что я сделал верное предположение. Въехав в Камлан, решил, что через пещеру лучше не ехать, и сделал еще один крюк через Креггар. Смерть на НВ гайке заставила меня снова выходить из локи через взятый в РД бабл. Из домашнего теперь для меня Тетфорда прыгнул в Люмхерст, чтобы распродать остатки имущества, карты, материалы, сокровища, знаки и 3 детенышей Быстрокогтя. Все это вышло еще на 800 тысяч. Правда, королевские знаки я оставил на черный день.
а 400 с лишним Т4 реликта стоимостью 440 тысяч решил паролить. Зашел в мастерскую артефактов и создал 11 артефактов. На рынке остатки реликтов и артефакты выставил на общую сумму 750 тысяч. То есть, сделав из реликов арты, заработал 310 тысяч. После этого прыгнул в Тетфорд и создал ордер на покупку 30 соло РД карт на сумму почти 500 000. Проведу эксперимент, заодно качну мастерки на других кинжалах и коже. Да и пока в гильдии я один, это будет неплохой тренировкой. На этом я заканчиваю анонсное видео, которое, по-моему, превратилось в полноценный эпизод. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, ставьте лайки, дизлайки. Регистрируйтесь по моей рефералке, если решите создать аккаунт в Альбионе. И кто заинтересовался вступлением в гильдию, заходите в Discord. Спасибо за просмотр, всем пока! Обязательно распространите среди жильцов вашего ЖЭКа, как вы это любите.